Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Катя всегда была примерной девочкой и хорошо училась. Ее родители часто были в разъездах, и она жила с бабушкой. Когда Катя уже заканчивала школу, родители перестали так часто уезжать. У них наладился бизнес, и они больше проводили времени дома. Девушка поступила в институт в своем городе, и все у них было хорошо. Папа Кати всегда говорил ей, что как только она закончит вуз, то встанет в главе фирмы вместо отца, а они с мамой будут отдыхать. Девушка отшучивалась и говорила, что сама построит свою карьеру, а папа подберет себе управленца. Отец много рассказывал ей о том, как вести бизнес, как общаться с людьми, что каждый покупатель важен и что всем надо уделять время, а не разделять на обеспеченных и нет. У него было несколько автосалонов в городе, и он гордился, что там себе могут подобрать автомобили люди разного достатка. При всем достатке семьи Катя одевалась скромно, но со вкусом. Она с детства знала, что не одежда красит человека. Иногда над ней подшучивали подруги, что, мол, косит под бедную. А Катя только смеялась в ответ. Ей так нравилось. У нее была открытая и добрая душа, и поэтому к ней тянулись люди. Увы, не у всех было доброе на уме, но таких людей она быстро убирала из своего окружения. И вот настал день, когда она получила диплом. Они сидели на кухне с родителями и ели торт. Папа опять завел разговор о передаче бизнеса, и Катя сдалась. Действительно, родители столько работали, чтобы дать ей будущее, что она просто обязана дать им нормальный отдых на пенсии. На то мы порешили. Василий Иванович объявил всем в офисе, что он уходит на пенсию, но все равно будет заглядывать на огонек. А на его месте теперь будет Екатерина Васильевна. За пару недель, сидя дома или в кабинете, Василий Иванович рассказал и показал дочери все. Единственное, она не познакомилась с сотрудниками. Но тут была ее просьба. Она хотела посмотреть их работу изнутри и не хотела, чтобы они знали ее в лицо. Внешне она была копия мамы, а та ни разу не появлялась в одном из филиалов. Вот туда Катя и решила пойти как обычный сотрудник. Василий Иванович оценил стратегию дочери и одобрил. Он сказал: «Правильно, дочка, надо знать, каково работается внизу, чтобы руководить этими людьми. Ты же знаешь, я сам прошел путь от помощника мастера до старшего менеджера автосалона и только потом открыл свой бизнес, поэтому всегда уважительно отношусь к труду всех работников». На то мы порешили. Катя, уже вступив в должность как пару недель, пока руководила по телефону. Работники главного офиса только рады были, что новая начальница не приходит, но они не отлынивали от работы, а просто работали в прежнем ритме. И вот настал тот день, когда Катя пошла в один из салонов. Она пришла с опозданием на 10 минут, зашла внутрь и огляделась. За стойкой администратора неспешно красила губы красивая девушка. Она даже не подняла глаз на Катю, пока та не сказала: «Извините, пожалуйста, за опоздание. Я Катя, новый стажер. Вы должны были вчера получить письмо из главного офиса». Девушка подняла на Катю глаза, а затем начала щелкать мышкой. «Ой, действительно, вчера было письмо. И как я его не увидела? Виталий, подойди сюда!» — крикнула она куда-то в сторону. Виталий подошел. Это был молодой человек в красивом костюме. На бейдже у него красовалась надпись «Старший менеджер». «Виталь, это новый стажер. Зовут ее Катя. Сам все покажешь или кого попросить?» Виталий улыбнулся, оглядел девушку с головы до ног и сказал: «Сам покажу. Все равно клиентов нет». Он начал показывать Кате, где и что находится. «Вот здесь менеджеры оформляют покупки», — сказал он, показывая на нескольких человек, просто так сидящих за столами. «Там далее кафетерий, потом мой кабинет и кабинет управляющего. С ним познакомишься чуть позже. Он никогда не приходит рано на работу». В салоне стояло много автомобилей, а они шли по краешку, где были двери различных кабинетов. Тут Катя заметила мужчину и женщину, рассматривающих недорогой автомобиль и смотрящих по сторонам в поисках помощи. «Виталий, вы сказали, что клиентов нет. Так вон же покупатели». «Да какие они покупатели?» – рассмеялся Виталий. «Посмотрят и уйдут. К таким у нас Артем ходит зачем-то. Хотя иногда и продает что-то. Но в основном такие только поглазеть заходят». «А где сейчас этот Артем?»
И у вас как-то определенно, кто к каким покупателям ходит? Артем будет чуть позже. Он отпросился. Ему опять в больницу к маме надо зачем-то. А покупателей берем по очереди. А сейчас чья очередь? Не унималась Катя, глядя на людей. А хочешь, будет твоя. Иди и покажи, на что способна. Катя пошла. Она подошла к покупателям, извинилась за задержку и ответила на все их вопросы. Хоть мужчина и сомневался в компетентности девушки, но та знала об автомобилях все, особенно о тех, которые продаются у них в салоне. Быстренько посмотрев на выданном ей планшете, какие авто сейчас есть в наличии, она увела мужчину и женщину в сторону, показав автомобиль, который им будет доступен по цене и без кредита, и соответствующий их пожеланиям. Пара была очень рада, и через некоторое время они пошли к компьютеру для регистрации сделки. Виталий, проходя мимо Кати, похлопал ее по плечу и сказал: «А ты глянь, смогла. Ну, значит, дальше не нуждаешься в консультации». И добавил с ехидством: «Смотри, с Артемом не подерись за таких покупателей». Катю очень злило все это разделение людей по классам, но она не подала виду. Далее заходили разные люди, и к ним подходили по очереди менеджеры. Она видела Артема, который продал бизнесмену хорошую машину, и подумала, что, видимо, обманул Виталий ее. Но тут в салон зашла бабушка. Божий одуванчик. Менеджер, который должен был идти, тут же сказал: «Артем, возьми вместо меня, что-то мне нехорошо». Артем все прекрасно понял и пошел, а Катя наблюдала со стороны. Артем приветливо поздоровался с бабушкой, и они пошли вглубь салона. Он ей что-то рассказывал, но Катя не слышала и решила подойти поближе. Артем, увидев это, позвал Катю к себе и тихо сказал, что бабушке будет уютнее, если рядом будет девушка. Далее они смотрели разные автомобили и решили остановиться на одном. Очень он понравился старушке. И тут она сказала: «Артем, мне так нравится этот автомобиль, а на него есть скидка? Мне немного не хватает». Артем только собирался ответить, а бабушка продолжила: «Понимаешь, у меня внук сегодня приезжает. Ему подарок хочу сделать. Так бы я подкопила, но время поджимает». «А может, он потом еще приедет, и вы в другой раз подарите? Или какая-то дата важная?» Вдруг спросила Катя, сама не зная почему. «Эх, дочка», вздохнула бабушка, «понимаешь, в чем дело? 20 лет назад мой сынок Андрюшка уехал зарабатывать на север. Да так и не вернулся домой. Все писал, что с невестой познакомит. А тут авария. И все. После того, как я его схоронила, пришло письмо мне. Писала его невеста. Извинялась, что не смогла приехать, и рассказала, что от новости о смерти Андрея у нее начались преждевременные роды. Малыш родился слабеньким, но выходили. Назвала она его в честь папы, Андрюшкой. Я после смерти сына уже не была такой сильной, и для меня поездка на Дальний Север была бы тяжелой. Мы много переписывались с Есенией, а когда появились мобильные телефоны, то начали созваниваться. Еще тогда, когда я узнала о внуке, то решила, что буду откладывать часть пенсии, и когда он вырастет и приедет ко мне, то куплю подарок хороший. Так вот, недавно мне звонит Андрюшка и говорит, чтобы пекла пироги, что в вуз он поступил в соседнем городе. До последнего скрывал, боялся, что не получится. Вот и решила купить ему автомобиль, так как знаю, что на права он еще в техникуме сдал. Катя и Артем смутились от такого рассказа. Но тут Артем сказал: «А пойдемте к администратору, может, что и есть по данному авто, а у меня не обновилось в программе». И они втроем пошли. Туда же подошел старший менеджер Виталий и приехавший управляющий Сергей Владимирович. Оставив бабушку у стойки администратора, Артем и Катя подошли к ним. Они объяснили, что бабушке не хватает совсем немного, ведь возможно сделать скидку 10-15%, на что Виталий и Сергей Владимирович рассмеялись, совсем не стесняясь. «Артем, ты что, забыл, что такие скидки делаются для постоянных клиентов? А какой из нее постоянный клиент?» И они начали приближаться к бабушке и продолжили: «Бабуль, ну нет тут у нас дешевых развалюх». И тут они увидели на себе испепеляющий взгляд стажера. «А ты что так смотришь? Смотри, как бы твой первый рабочий день не стал последним». Бабушка уже собиралась уходить, но тут Катя сказала: «А может, кто-нибудь хозяйке позвонит и спросит о персональной скидке?» Вокруг на время образовалась тишина, а потом хохот.
Мне что ли надо это? Я не хочу работы лишаться, сказал Виталий. Тебе еще не положено ее номер знать. Артем, может, ты позвонишь? А позвоню, сказал Артем и достал телефон. Взяв номер хозяйки салона, он трясущимися руками набирал номер телефона. Нет, он не боялся. Просто все на него смотрели, и ему было не по себе от этого. А еще от отношения этих людей к бабушке. Никто не обратил внимания, как зазвонил телефон у стажерки. Все смотрели на Артема, а тот начал говорить. «Екатерина Васильевна, здравствуйте. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Это Артем, менеджер из салона на Советской. У нас тут такая ситуация». И тут он услышал в трубке в торговом зале одновременно. «Артем, знаю я вашу ситуацию и хочу посодействовать». Никто не мог понять, что происходит, и только Катя рассмеялась. «Ну что, давайте знакомиться заново. Я Екатерина Васильевна, ваш, как говорится, босс», сказала она и подмигнула бабушке. «Елизавета Петровна, пойдемте, и скидка у вас будет персональная, и, я так думаю, немного другая машина». И она повела бабушку назад вглубь салона. «Артем, вы поможете?» – окликнула она продавца, и тот радостно пошел за ними. Когда они закончили с бумагами и договорились, что как только приедет внук, бабушка привезет его в салон за машиной, Катя заперла салон и провела собрание. «Знаете, мой отец всегда придерживался, что все покупатели равны. Он учил меня всю мою жизнь не встречать людей по одежке, и он думал, что собрал такой же персонал. Я не буду его расстраивать и рассказывать о том, как вы себя вели, а просто, молча, уволю. Вы все свободны с этого момента, кроме вас, Артем». Они пытались что-то сказать, но взгляд Екатерины Васильевны был таким, что никто не решился. «За расчетом придете завтра в главный офис», — сказала вслед Катя. Артем стоял молча и смотрел то на уходящих коллег, которых он так не любил, то на прекрасную девушку, которая оказалась его начальницей. Она повернулась к нему и сказала: «Артем, нам надо срочно организовывать тут все к приходу Елизаветы Петровны и ее внука Андрюши. Во-первых, повесь, пожалуйста, табличку, что мы закрыты, но открыты для них». И она улыбнулась. «А еще нам надо заказать воздушные шары и тортик. Бабушке очень понравится, я так думаю». Артем кивнул и ринулся исполнять, поняв, что только что он совершил глупость. Он влюбился. После того, как все приготовления были закончены, Катя сказала, что Артем теперь управляющий, и его задача за неделю подобрать персонал. Но таких же, как он. Он был шокирован и рад одновременно. Теперь он сможет покупать более лучшие лекарства для мамы, а, возможно, отправит ее в клинику за границу. Передача ключей внуку Елизаветы Петровны прошла в торжественной обстановке. Бабушка плакала от счастья, что у нее получилось, а остальные смахивали слезы, отворачиваясь, ведь все было так трогательно. Через полгода Катя и Артем сидели за столиком в кафе. За это время они вместе ввели много изменений в салонах, и все это пошло только на улучшение. Именно сегодня Артем решил, что больше не будет молчать, и, открыв папку с документами, выпалил как на духу: «Я увольняюсь». Девушка смотрела на него в недоумении, а он продолжил: «Катя, я влюбился в тебя еще тогда. Каждую минуту, проводя с тобой, я счастлив. Я больше не могу молчать. Я очень сильно тебя люблю». Его тираду прервал смех Кати. Артем думал уже встать и уйти, как она сказала: «Ну, наконец-то! Я полгода жду и жду, а мой принц все молчит. А увольняться-то зачем?» «Но я ведь работаю на тебя. Ты мой начальник. Что люди подумают? И я должен сам построить бизнес». «Эх ты!» — мило сказала Катя. «Так ты со мной его полгода как строишь, этот бизнес. Ты столько идей и проектов принес, что он только вширь пошел. Ни за что тебя не уволю, любимый». Вот такая история, друзья. Как вы думаете, на свете много таких людей, как Катя? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До свидания.